Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 2 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчера, 1 февраля, террористы Хамас освободили еще 3 заложников. Офера Кальдерона, 54 года, Шмуэля Кита Сигала, 65 лет, и Ярдена Бибаса, 35 лет. Все они были в плену террористов Хамас 484 дня. Заложники были переданы Красному Кресту в 2 местах – в районе Хан-Юниса и в порту Газы. Церемонии их освобождения заметно отличались. Если в Хан-Юнисе территория была оцеплена сотнями боевиков, то в порту среди террористов свободно перемещались рядовые жители, женщины и дети. При этом сама передача заложников в порту была обставлена с большой пышностью. Сотрудникам Красного Креста дали подписать некие документы, и только затем террористы вывели с машины Шмуэля Кита Сигала. Мужчину поддерживали под руки, он выглядел истощенным и еле передвигался. Оказавшись на территории Израиля, все освобожденные заложники в сопровождении военнослужащих ЦАЛЯ прибыли сначала в специальный пункт приема на границе с сектором Газа. Там они встретились с ближайшими членами семьи. Затем же они были доставлены в больницы Ихилов и Шиба. Офер Кальдерон, гражданин Израиля и Франции, проживал в кибуце Нир-Оз с женой и 4 детьми. 7 октября 2023 года был захвачен террористами в заложники вместе с 2 детьми, которые были освобождены в ноябре 2023 года в рамках первой сделки с террористами Хамас. Жена Офера смогла спастись, спрятавшись в бомбоубежище. Их 19-летний сын также спасся. 21-летняя дочь Офера в то время была в Тель-Авиве. Бабушка детей Офера и их кузина были лишены жизни террористами Хамас. Их тела нашли 19 октября 2023 года. Шмуэль Кит Сигал, 65 лет, гражданин Израиля и США, проживал в кибуце Кфар-Аза. 7 октября 2023 года был захвачен террористами в заложники вместе со своей женой, ей 63 года. При похищении Шмуэлю повредили руки и ребра. Жена Авива Адриана Сигал была освобождена в ноябре 2023 года в рамках первой сделки с террористами Хамас. Ярден Бибас, 35 лет, гражданин Израиля, проживал в кибуце Нир-Оз с женой и 2 маленькими детьми. Жену звать Шира и детей Ариэль и Кфир. 7 октября 2023 года он был захвачен террористами в заложники вместе с женой и детьми. На момент похищения детям было 4 года и 9 месяцев. Их матери Шири 32 года. Родители Шири, также жившие в Нир-Озе, были лишены жизни террористами Хамас. Позже же Хамас заявили, что Шири и ее дети не выжили на юге сектора Газа в результате удара ЦАЛЯ. Новости на Радио Мария. Все 3 заложников, освобожденных в субботу в шаббат утром, заявили, что их часто перемещали в Газе и что еды было мало. Кит Сигал рассказал, что некоторое время его держали в туннелях, но в основном его перемещали между домами. Сигал вегетарианец, но его похитители иногда приносили ему мясо, которое он ел, чтобы выжить. В течение многих месяцев он не знал, выжил ли его сын Шай после атаки Хамас на кибуц Кфар-Аза. Но затем он услышал голос Шая по радио и испытал огромное облегчение. Офер Кальдерон и Ярден Бибас рассказали, что в первые дни плена их держали вместе. Террористы избивали их, сажали в клетки и подвергали физическому воздействию. Их часто перемещали и держали под землей и в зданиях, в том числе вместе с другими заложниками. После освобождения Офер Кальдерон попросил сопровождавших его солдат ЦАЛЯ принести ему пиво, на что ему сказали, что ему придется пить медленно, поскольку он очень слаб. Позже уже бывший заложник Ярден Бибас поведал, что его перевозили с места на место в Хан-Юнисе, в домах и туннелях. Он даже выучил арабский язык.
Он подвергался серьезному психологическому воздействию. В том числе его заставляли снимать видео после того, как ему сообщили, что его жена Шири и маленькие сыновья Ариэль и Кфир были лишены жизни в результате удара армии обороны Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеозаявление из своего офиса, в котором он поприветствовал 3 заложников, освобожденных в субботу из сектора Газа, и предупредил террористические группировки Хамас и палестинский исламский джихад, что будущее освобождение должны осуществляться так же, как и в субботу. «Офер, Ярден и Кит, как приятно видеть вас дома», говорит Нетаньяху спустя несколько часов после того, как Офер Кальдерон, Ярден Бибас и Кит Сигал были освобождены из плена в Газе. После того, что мы увидели ранее, в четверг на прошлой неделе, мы потребовали безопасного освобождения наших заложников в ходе предстоящего освобождения. Как вы увидели в субботу, эта твердая позиция себя оправдала. Послание было передано, получено и выполнено. Израиль ожидает, что все последующие раунды также будут проводиться безопасно. Нетаньяху говорит, что мысли Израиля с женой Ярдена Бибаса и детьми Шири, Ариэлем и Кфиром Бибасом, которые были похищены и содержались отдельно от него. Мы продолжаем действовать решительно, чтобы вернуть их всех в Израиль и достичь всех целей войны, обещает премьер-министр Нетаньяху. Главные новости Израиля. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и председатель партии Оцма Иудит Итамар Бен-Гвир, оба критикующие соглашение о прекращении огня, приветствуют возвращение заложников Офера Кальдерона, Ярдена Бибаса и Кита Сигала ранее в субботу. «Ярден, Кит и Офер, добро пожаловать домой. Весь народ Израиля ждал вас и очень рад вашему возвращению», пишет в соцсети X Смотрич. Бен-Гвир, бывший министр национальной безопасности, который ушел из правительства в знак протеста против сделки, также поприветствовал возвращение заложников. Он заявил, цитирую, «Мы счастливы и взволнованы их возвращением. Но в то же время, когда мы слышим о страданиях, которые перенесли наши дочери и женщины-заложницы в плену, мы ни на минуту не должны забывать, с каким жестоким врагом мы имеем дело». День за днем послание становится ясным и недвусмысленным для всех. Мы должны вернуться к войне и уничтожить наших врагов, пишет Итамар Бен-Гвир в соцсети X. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера провел совещание, посвященное возможности возобновления войны в секторе Газа. Об этом в выпуске «Хадашот» сообщает 13-й телеканал израильского телевидения. СМИ приводят слова высокопоставленных израильских чиновников, которые говорят, что Нетаньяху, по всей видимости, настаивает на возобновлении войны и просит армию обороны Израиля представить оперативные планы. Новости на радио Нария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит ситуацию в секторе Газа, освобождение заложников и противостояние всем элементам иранской оси зла во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом уже в ближайший вторник. Об этом сообщает офис премьер-министра. Напомню, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, которого примет в Белом доме с момента его возвращения на пост президента в прошлом месяце. Главные новости Израиля. Ну и, как стало известно, рейс премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон перенесли на 8 часов утра вторника по израильскому времени. Первоначально вылет был запланирован на 10 утра. Еще раз напомню, что во вторник в Вашингтоне Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом. Новости на радио Нария. Генерал-майор в отставке Яль Замир, генеральный директор Министерства обороны, был выдвинут премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем на пост следующего начальника генштаба армии обороны Израиля. 59-летний Замир считался основным кандидатом на смену начальника генштаба Цаля генерал-лейтенанту Герци Алеви. Напомню, что Герци Алеви уходит в отставку из-за своей ответственности за неудачи, которые привели к нападению Хамас 7 октября 2023 года.
По закону кандидаты на должность начальника штаба армии обороны Израиля, а также на другие руководящие должности, такие как комиссар полиции и управляющий Банка Израиля, должны быть проверены консультативным комитетом по назначениям на высшие должности. После этого кандидатура утверждается на голосовании Кабинета министров. Замир станет 24-м начальником генштаба Цаля, сменив Алеви, который уходит в отставку 6 марта. В это же время уходящий начальник генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Алеви поздравляет генерал-майора Эяля Замира, который был выбран на его место. Цитирую: «Я знаю Эяля много лет, и я уверен, что он поведет армию обороны Израиля вперед перед лицом ожидаемых трудностей. И я желаю ему больших успехов», говорится в заявлении Герци Алеви. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает недавно освобожденному палестинскому заключенному и бывшему лидеру террористов Закари Зубейди, предупреждая, что, цитирую, «одна ошибка, и вы встретитесь со старыми друзьями». Напомню, что Зубейди был освобожден в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. «Мы не примем поддержку терроризма», продолжает Кац. После же предупреждения Израиля палестинские власти отменили запланированное масштабное празднование в честь Зубейди, который организовывал десятки нападений, возглавляя бригады мучеников Аляксы в Дженине. В это же время 3 автобуса с палестинскими заключенными, освобожденными Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, вчера прибыли в город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Заключенных, многие из которых одеты в серую тюремную одежду, приветствовали сотни жителей Газы, которые собрались вокруг автобусов, направлявшихся к европейской больнице города. Перед тем, как отправиться домой, заключенные должны были пройти медицинское обследование в больнице. «Кровью и духом мы спасем тебя, узник», скандировали некоторые из толпы, когда террористы один за другим выходили из автобусов. «Это новый день победы для нашего народа. Сегодня освобождается новая группа наших героев, которые видят свободу вопреки воле, цитирую, оккупантов», сообщил агентству «Франс Пресс» представитель Хамас, пожелавший остаться неизвестным. И главной теме выпуска. Семья Бибас выступила с эмоциональным заявлением после возвращения заложника Ярдена Бибаса из плена Хамас, но без его жены Шири и 2 сыновей Ариэля и Кфира. «Ярден дома. Часть нашего сердца вернулась к нам после 15 долгих месяцев. Нет слов, чтобы описать облегчение от того, что мы держали Ярдена на руках, обнимали его и слышали его голос. Ярден вернулся домой, но дом остался неполным. Ярден пока остается один, без своей жены и детей. Ярден – отец, который покинул свою безопасную комнату 7 октября 2023 года, чтобы защитить свою семью, мужественно пережил плен и вернулся в невыносимую реальность. В это же время мы просим: защитите Ярдена, защитите его душу. Пожалуйста, уважайте его личную жизнь и дайте ему необходимое пространство. Пространство, чтобы его тело и душа могли начать восстанавливаться», говорится в заявлении. Напомню, что Хамас и далее утверждает, что Шири Бибас и мальчики были лишены жизни в секторе Газа. У Израиля нет точных доказательств этому сообщению. Израиль потребовал информацию от Хамас через посредников о судьбе семьи Бибас. Семья Бибас долгое время жила в постоянном страхе за свою жизнь. Мы продолжаем требовать от посредников информацию об их состоянии, говорится в заявлении израильского координатора по освобождению заложников. Семья Бибас также благодарит народ Израиля и солдат армии обороны Израиля. «Нам понадобится несколько дней, чтобы воссоединиться с Ярденом. Но мы живем с надеждой и призывом к возвращению Шири, детей и всех заложников. Пожалуйста, продолжайте делать так, чтобы их голоса были услышаны, и подчеркивайте срочность их возвращения». Это была цитата.
Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Мария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Ссылку на наш телеграм-канал вы найдете в первом закрепленном комментарии под этим видео. Подпишитесь уже сейчас. Также, если вы хотите поддержать «Радио Мария», подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Оставьте свой комментарий. Нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось. Или на палец вниз, если видео не понравилось. Благодарю вас, что были с «Радио Мария». Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Завершаем кадрами, которые должны увидеть все. До встречи завтра.